Здравствуйте, меня зовут Ирина Новоселова, я руководитель компании «Артканты», в шоуруме которой мы сейчас с вами находимся. То, что видите сейчас вокруг нас, это наша экспозиция, наша действующая шоурум в АТВ в Москве. Наша компания занимается темой печей и каминов очень давно. Все, что связано с дизайном, с индивидуальными проектами. Мы работаем в таком сегменте индивидуальных решений, связанных с печной тематикой, со всеми видами очагов. И сегодня я хочу вам рассказать о том, как мы, компания, специализирующаяся больше на современных каких-то решениях, можем использовать приемы классического оформления, классические изразцы, традиционно применяющиеся в оформлении печей и каминов, как мы эту тему, классику, как мы ее интерпретируем в современных условиях и как сейчас дизайнерам с этим работать. Я хочу немножко об этом рассказать, какие у нас есть решения этой темы. Я буду демонстрировать элементы, которые как раз это очень удобно, потому что мы выбрали специально наш шоурум, чтобы можно было это сделать. Буду показывать те изображения печей, каминов, с которыми мы работаем, чтобы подчеркнуть особенности этой темы. Ну, для начала хочу сказать, еще раз вернуться, что традиционным способом оформления печей и каминов являлись изразцы, поскольку это элементы, имеющие специальные свойства, пригодные для определения очагов, нагревающиеся поверхности, которых могут декорироваться не любым элементом, не все виды отделки подходят. Ну, конечно, если говорить про какие-то исторические моменты, то оформляли печи и камины в богатых домах изразцами. Эта тема никогда не была бюджетной, потому что изготовление изразцов довольно-таки сложная тема, требующая как технического оснащения, так и художественных способностей, возможностей. Но сейчас в наше время, конечно, поменялось, и изразцы используются в различных решениях. Есть и более бюджетные варианты, но есть и, конечно, роскошные, индивидуальные, требующие длительной проработки и довольно-таки дорогие. Значит, еще раз возвращаемся к нашей теме, да, если говорить о том, как сейчас ту классику, то наследие, которое мы имеем, можно представлять в той современной тематике, в тех интерьерах, которые создают дизайнеры и в квартирах, потому что в квартирах используются биокамины, то есть такая имитация очага, но тем не менее это все равно очаг, и оформление его должно соответствовать этой теме. В первую очередь я бы хотела сказать о том, что можно говорить о трансформации как пластики, геометрии, так и цветовых решений. Вот начну с самого простого. Можно взять классические изразцы, те, которые использовались раньше, но они, как правило, использовались пестрой росписи, либо однотонные, но с классическими орнаментами. Я сейчас вам покажу пример. Пример изразца классической формы. И исторический изразец. Ирина, я прошу прощения, что врываюсь, перебиваю вас. Иногда возникает проблема со звуком, с микрофоном, и у вас становится немножко, как бы сказать, мутновато слышно. У вас есть возможность микрофон там поближе к себе или что-нибудь такое с ним придумать? Я сейчас попробую, а сейчас? Вот сейчас было идеально, вот прям вот прекрасно. Идеально. Когда вы говорите прям в него, прям, ну вот, песня. Сейчас хорошо. Да, отлично, отлично. Да, вот я вам показываю исторический изразец, так как он выглядел когда-то, то есть это та классика изразцовая, русская, то есть это та колористика и тот дизайн, который применялся в оформлении печей каминов в
у нас на Руси. Для того, чтобы понять, как можно такие элементы, либо какие-то другие использовать в современном интерьере, достаточно, с моей точки зрения, для того, чтобы уйти в большую современность, да, достаточно поменять цвет. То есть если мы возьмем какой-то классический рельеф, и, допустим, изразец с рамкой, и представим его в однотонном каком-то варианте, если не забудете на экран, на весь экран. То есть однотонный цвет, он уже выводит из разряда какую-то более строгую стилистику, которая универсально подойдет любому интерьеру современному. Вот мы здесь можем это увидеть на примере вот серого цвета и черного. И также такие же элементы, они просто не в таком классическом варианте, вот я вам сейчас их продемонстрирую, они могут быть еще и металлизированных таких вариантах, когда видно текстуру, видно цвет этого покрытия, или, например, это может быть такой прям совсем глянец, черный глянец. Если мы классические изразцы покажем вот в таких цветах, мы уже сможем классику изразцовую перевести в такой более жесткий формат, более аскетичный, минималистический. И хочу вам показать пример такого оформления на примере изображения. Так, вот. Я надеюсь, видно. Помогите мне, пожалуйста, скажите, видно ли изображение? Да, все видно, все отлично. Да, вот здесь, на этом примере интерьера современного, можно увидеть классический камин в таком в цвете довольно-таки брутальном. Как раз здесь мы вывели, и вот сейчас он же немножко иначе выглядит. Но здесь дом загородный, конечно, довольно-таки подчеркивается классика вот тем, что есть бревна, там вот есть какие-то дополняются чучелами животных. Это как бы немножко мы уходим в такую традиционность, но сам камин вот в этом исполнении, он выглядит очень современно, хотя изразцы использованы классические прямые формы, ничего особенного в этом нет. То есть это та классика, которую можно перевести вот, благодаря цвету, благодаря геометрии. Ну и еще хочу подчеркнуть, что современное оформление, оно все-таки более графичное, более четкое. И для того, чтобы мы ушли в такой вот правильный, такой звонкий стиль, созвучный современному дизайну, нужно использовать те изразцы, у которых очень четкая геометрия, которые не плавают не плавают вот именно по геометрии. Потому что изразцы ручной работы очень часто бывает с подчеркнутой такой долей плавающих форм, где видно, что это ручная работа. Если мы говорим о современных интерьерах, то желательно найти тех производителей, которые выдают четкую геометрию, работают с крупными элементами. Опять же, вот укрупнение элементов – это тоже один из приемов, позволяющих классическую тему перевести в современный интерьер. Сейчас я вам покажу еще один пример, как это дизайнерская работа. Совместно с дизайнером мы работали с этой темой. То есть вот здесь тоже представлен довольно-таки современный интерьер с использованием классического камина, облицованного изразцами, однотонным, в таком зеленом бутылочном цвете, очень красивом. Но тем не менее и форма камина классика, и изразцы классика.
но за счет такой тоже геометрии, хорошего качества изразцов, крупных элементов, он выглядит совершенно современно, стильно, может применяться при каких-то высоких потолках в свете. Как раз на этом примере здесь увеличена его конструкция по сравнению с обычными решениями. Вот это еще один пример, демонстрирующий, как можно применять изразцы, как классику интерпретировать современность. Так, подскажите мне, пожалуйста, что сейчас видно? Что сейчас видно? Помогите мне, пожалуйста, скажите, у меня тут небольшая есть заминка, я не понимаю, у меня ушла картинка с экрана. Так, смотрите, что не понимаете, в чем нужна помощь? Я не могу понять, ушло ли изображение с экрана. Извините. Слушайте, ну нет, вы экран все еще демонстрируете. Демонстрирую экран. Ага. Да, мы видим вот открытую папочку с каминами. Видим браузер, видим Zoom. Так. Как мне выйти обратно? Смотрите, вам нужно открыть сам Zoom. Все, кажется, я справилась, да? Отлично. Да. Спасибо все получилось. Большое. Да, все получилось. Дальше хочу вам еще продемонстрировать. У нас, значит, есть еще такая классическая форма печей, она круглая, то есть традиционно в Европе, начиная, наверное, где-то с 17 века, с 18-го, начали использовать для отопления домов круглые печи, которые также декорировали изразцами. Эта тема, вот она традиционно идет как в форме самой печи, так и в отделке в оформлении. Мы эту тему взяли в работу и разработали несколько собственных решений. Хочу сказать, что наша компания занимается не только комплектацией, да, мы еще создаем сами коллекции, новые коллекции элементов, мы их разрабатываем, то есть мы ведем полный цикл от разработки дизайна до изготовления на производстве и полного монтажа печи или камина и оформления. Вот. И та часть, которая связана с дизайном, мы в этой плоскости работаем очень плотно, очень много и создаем свои коллекции. И тогда, когда мы берем какие-то классические решения и их переводим в современную тему, получаются очень интересные вещи. Вот я вам сейчас хочу показать. Сначала я еще раз на экране покажу изображение. Вот, пожалуйста, вы сейчас видите печь круглую в классическом таком исполнении, но при этом, опять же, использованы цвета, которые подходят как для классического интерьера. Он виден слева. То есть мы специально выбрали такое изображение, при котором центрально расположенная печь, и справа мы видим интерьер современный, слева видим интерьер классический. И одна и та же печь, она подходит как для классического интерьера, так и для современного. С учетом оформления, с учетом цветовых решений, представленных, конечно, она абсолютно будет гармонично выглядеть в любом современном интерьере, в лофте, в каких-то даже в эстетичных решениях интерьерных будет выглядеть очень хорошо. И сейчас я вам покажу элемент, как он выглядит. Вот это элемент короны, это довольно не каждый производитель сделает такую вещь, она с очень красивым, интересным рельефом, крупный элемент. Вот таким образом выглядит завершающий элемент круглой печи. И сейчас я вам хочу показать такой немножко переработанную классику, которая это тоже завершающие элементы, но этот элемент не круглый, но тем не менее, я думаю, что будет понятно, когда перерабатывается какой-то традиционный орнамент,
вот посмотрите, как это может выглядеть и насколько это будет хорошо смотреться. Сейчас вам покажу еще угловой элемент. Вот он таким образом стыкуется, и можно из вот этих элементов получить, с одной стороны, как бы традиционную такую тематику, корону, а с другой стороны получить абсолютно современное звучание, ну, за счет цвета тоже. Вот этот цвет традиционный, но сочетание с орнаментами новыми, хотя они взяты из старой традиционной темы, получается вот ну, такие интересные решения, которые приемлемы как в современных интерьерах, так и в классических. И еще сейчас современной тематики. Смотрите, есть у нас изображение с нашей любимой печью принцессы, которая также находится в этом шоуруме, в котором вот я сейчас сижу. Я не хочу поворачивать камеру, но там стоит в другом месте. Эта печь у нас демонстрировалась на выставке Эксподы, на выставке Global Design. В этом году, это вот как раз до пандемии это все случилось, мы успели поучаствовать в этой выставке, вызвало огромный интерес. И вот сейчас на том изображении, которое вы видите на экране, представлена как раз эта печь, она действующая, может использоваться в 3 вариантах. Опять же, для современных интерьеров мы ее делаем в варианте с электрическим отоплением, то есть она просто, грубо говоря, включается в розетку, подключаем ее к электричеству, и она нагревается, работает. Также она может использоваться как и в классике на дровах, и может быть просто декором помещения, может быть без внутренней этой шамотной фиксировки, ну, соответственно, цена будет другая, и может быть таким интерьерным просто решением иногда у нас заказывают, ну, например, гостиницы или домах, где требуется просто там декор помещения с такой имитацией печи. Используем эту печь. То есть вот на этом изображении как раз видно, что использован современный стиль, современный, мы видим стол, кресло, и в то же время классическая печь. Смотрится, ну, с моей точки зрения, смотрится очень здорово и вполне себе пригодно. Ну, кроме того, еще и можно менять цвет. То есть эта печь, она может быть не белая, она может быть черной. Есть у нас такой перламутровый розоватый оттенок и с разным с другим декорированием. Здесь латунная представлена дверца и вот эти окантовки, да, но они могут быть и другого цвета, черного, например, да, или стального, в зависимости от того основного цвета, с которым мы работаем. Еще хочу сказать, что также вот для того, чтобы получить новые какие-то интересные вещи, да, нужно просто, ну, как бы немножко расслабиться, да, и немного с другого угла взглянуть на ту задачу, которая есть у вас. Потому что у нас вот эта культурная наследие, которое мы имеем, да, та классика, которая есть, она очень богатая. И не зря говорят, что все давно уже изобрели, и нет ничего нового, да, то есть нужно просто немножко под другим углом посмотреть. Мы, конечно, с этим помогаем, но вот удивительно, но даже дизайнеры очень часто, дизайнеры, которые профессионально работают, заходя в наш шоурум и видя там, ну, большое количество различных возрастов, традиционной тематики, какой-то более современной, не могут себе представить, как это оформление может выглядеть в современном интерьере. Для меня это, ну, удивительно, потому что, не говоря уже о конечных заказчиках, которые обращаются за помощью к дизайнеру, здесь надо, ну, немного включить фантазию и посмотреть другими глазами на то, что уже есть.
И, конечно, если исключительно там классика, которую сложно как-то в том варианте, в котором она была, ну, я вам показываю исторические изразцы, да, они не всегда вписываются в те решения, которые дизайнерские, да, которые есть, интерьерные. Но при работе с цветом, при работе с какими-то новыми сочетаниями, геометрии, вполне можно добиться вот этого симбиоза, чтобы ну, те решения, которые художники создавали веками, жили в наших домах, чтобы была вот эта преемственность, да, какие-то традиции. И всегда это всегда очень интересно, это самобытно, необычно, и в другом месте никогда не встретишь таких образцов, как те, которые создаются вручную. В этом плане керамика, изразцы очень хороши для того, чтобы с ними поработать. Также можно использовать и другие какие-то материалы для того, чтобы вывести в современную тематику решения с печальными каминами. Но прежде чем об этом рассказать, я хочу еще показать один пример, который, с моей точки зрения, очень интересный. Есть среди очагов, да, есть не только печи и камины, есть банные печи и печи для приготовления. Есть хлебопечки, русские печи. И есть плита, которая позволяет как-то традиционно, например, плита под казан, да, традиционно готовить пищу. Я сейчас хочу вам показать один пример, тоже как бы классического решения, но при этом с использованием современного подхода, современных материалов, очень необычно и очень качественно. Посмотрите на изображение. Сейчас я его вам открою. Что здесь нужно отметить? Да, традиционная какая-то печь, да, традиционный способ приготовления, но при этом посмотрите, какие использованы дверцы, какая использована сама варочная поверхность. То есть это прям, такой брутальный, жесткий такой хай-тек. Ну, может, не самый жесткий, конечно, бывает, и еще пожестче решения, но в целом это, конечно, такой уход в современную тематику. Очень мне нравится такого рода решения, они необычные и позволяют, опять же, классику интерпретировать как-то по-новому. И еще один пример, опять же, тоже сейчас я вам покажу изображение, где традиционный стиль переработан в новый рельеф, в новую форму. При этом использована топка более такая современная, абсолютно в стиле хай-тек. Опять же, современный интерьер и классика. Тоже очень интересное решение. Одну секунду. Вот, хочу продемонстрировать. Посмотрите, значит, в центральном месте, да, то есть центральное положение печи. Мы здесь видим нижнюю часть, такую абсолютно, это у нас прям такой, вот это здесь жесткий хай-тек, я бы сказала, да, дровник используется. Здесь же круглая такая в виде иллюминатора дверца, топки. И изразцы, это в принципе классическая форма, но она несколько изменена, выбран цвет очень яркий, красный. И таким образом мы трансформировали классику, да, в такой прям
совершенно подачу новую, необычную, непривычную. Все функции сохранены этого прибора, то есть он отапливает помещение и позволяет любоваться огнем. Ну, не так, чтобы очень значительно, но тем не менее. Но здесь это отопительная печь, главная ее функция – это отопление. Вот. И тем не менее мы получили такое интересное решение, вполне пригодное для любого современного интерьера. Ну, понятно, что цвет мы можем поменять. Ну, вот отсутствие росписи, выбранные какие-то цвета необычные и сочетание с современными топками выдают вот такую интересную комбинацию. Как меня видно? Скажите, пожалуйста, я бы сейчас хотела узнать, есть ли вопросы какие-то, чтобы мне не переходить на следующую тему, услышать, может быть, есть какие-то вопросы. Можете переходить совершенно без задней смысла, можете переходить к следующей части. Отлично. Еще одним способом решения таких задач, перехода, ну, какой-то класс современные решения, да, здесь мы можем также использовать новые виды материалов. Вот недавно мы начали работать с архитектурным бетоном. Это такой нетрадиционный подход в нашей тематике в оформлении печей, каминов. Он используется крайне редко. Есть определенные у этого материала свойства, которые позволяют оформлять крупные поверхности печей, каминов, показывать какие-то новые решения. Иногда мы комбинируем его с израстами, с керамикой ручной работы, и получаются довольно-таки нестандартные виды облицовки. Вот я вам сейчас хочу показать элемент архитектурного бетона. То есть он может быть там какой-то определенной формы, разных цветов. Конечно, здесь мы не получим глянец, но это будут матовые элементы. Но у них есть возможность изготовления крупных форм, очень крупных форм, каких-то совершенно новых линий. И нашу традиционную тему печей и каминов мы можем увидеть в этих новых решениях. На нашем сайте можно зайти в раздел хай-тек, увидеть, там просто гораздо большее количество представленных изображений, и увидеть, как мы работаем с этим материалом. Ну, также просто можно обратиться к нам, и мы поможем и подскажем, как сделать современные решения в теме печей, каминов и каких-то отопительных приборов, а также вообще любых печей. И печей приготовления, ванных, ну, конечно, традиционных камин. Но, как правило, также я вот еще хочу подчеркнуть, что в квартирах очень редко оформляют биокамины, которые можно там использовать. То есть есть несколько вариантов оформления для квартир. Почему я затрагиваю эту тему? Потому что дизайнеры, как правило, не всегда они используют этот прием, хотя очаг это всегда такая точка притяжения взгляда и всегда очень оживляет помещение, дает какой-то шарм, особенно в зонах релаксации, в гостиных. И использование качественных биокаминов, в которых ровный, красивый огонь. И есть еще вариант электрокамин, когда даже не требуется вообще какого-либо горения, но тем не менее очаг присутствует, это имитация очага, но тем не менее. И оформление квартир с решениями каминов и печей, конечно, это очень такое благодарное дело.
заказчикам очень нравится. Предлагайте своим заказчикам. Если у вас есть какие-то вопросы, как это сделать, ну, нужно просто обращаться, можно обратиться к нам, мы подскажем, поможем, подскажем, какие эффективные решения дизайнерские можно здесь применить. Потому что ограничений с биоочагами, синтетическими очагами, имитациями, ну, их практически нет. То есть они могут использоваться в абсолютно любом помещении, как в помещении общественном, в гостиницах, в ресторанах, в кафе, так и в квартирах. В этом плане, конечно, очень работать с этим очень удобно. Сейчас я еще раз переключусь. Хочу показать еще одно изображение. Здесь мы видим тоже, опять же, классические изразцы. Ну, это европейская классика, не русская классика, к которой привыкли у нас. Здесь, ну, немножко другие формы, немного другая геометрия, но тем не менее использовано. И здесь большой обзор огня мы видим, то есть применяются современные топки, внутренние конструкции печей и каминов поменялись, конечно, ну, за последние, может быть, 20 лет. Те технические решения по топкам, которые есть сейчас, они позволяют видеть огонь довольно-таки, ну, так, крупно, при этом герметичность очень хорошие регулировки горения. И вот то решение, которое сейчас на экране демонстрируется, здесь как раз мы видим сочетание классики израстовой, то есть отделки, ну, это европейской классики, с современной топкой, которая показывает, ну, обзор хороший огня имеет, и при этом ее оформление и ручка, я не знаю, видно или нет, ручка там она тоже в таком современном стиле. Это вот сочетание. Кроме того, если внутренняя конструкция такой печи имеет шамотную футировку, то есть является теплонакопительной, то такая печь может еще и обогревать помещение. То есть это традиционный способ обогрева, который можно сейчас использовать в наших современных домах, особенно, ну, конечно, в загородном строительстве. Это позволяет получить традиции, как бы 3 в 1, да, и традиции в своем доме, и красивое, интересное оформление, и долгосрочную такую вещь, которая много лет будет радовать и обогревать дом. Как раз вот это такой, с моей точки зрения, тоже это хороший пример использования классики в современном интерьере. Еще также мы сейчас говорили о том, как можно работать с цветом с однотонным, но в то же время, поскольку традиционно использовалась в изразцах роспись, то есть сейчас попрошу исторический изразец. Вот хочу показать еще один пример такого классического исполнения. Это исторический реальный изразец. На обратной стороне можно увидеть, что он фиксировался в действующую печь. Видите, там вот этот черный цвет, это как раз демонстрирует там, сажа, да, когда к нему наседал. Вот видны вот эти следы там, скола при демонтаже. Да. Ну, ему лет, думаю, что 250 этому изразцу. То есть это здесь плоский изразец используется вот там какой-то орнамент.
ну, показывающий как раз стиль того времени. И сейчас мы для того, чтобы поддержать историческую тему, работаем вот немножко вот в другом ключе. Да? Ну, здесь у этого изразца есть рельеф. На предыдущем образце у нас был плоский изразец, и на нем роспись. Здесь роспись по рельефу. Но тем не менее, расписывается только часть рельефа, и это уже превращает стилистику в такую, ну, некую другую подачу, некую другую форму. И сочетание однотонных элементов и частичной росписи, опять же, мы можем получить новое прочтение классики. И поскольку в керамике можно работать с разными видами сочетаний цветовых, и можно подобрать цвет и сделать его тот, который нужен конкретно в этом интерьере, здесь открывается такой довольно-таки широкие возможности для дизайна, потому что иногда у нас, я вам сейчас покажу изразец, которые делали специально под проект. То есть здесь дизайнерское решение, это Юлия Майорова, наш дизайнер, с которым мы работаем. Она выбрала это цветовое сочетание, потому что мебель у заказчицы и остальной цвет требовал вот такого цветотечи. Проводится, конечно, большое количество проб подбора для того, чтобы вывести этот цвет в заданную какую-то тональность и в заданную колористику, но тем не менее мы точно по РАУ, соответствующему цвету штофа, цвету обивки, мы изготовили тот необходимый оттенок, который потребовался в этом конкретном интерьере. И поэтому для других решений, здесь классика, но для других решений мы можем по заданной какой-то тематике выбирать тот цвет, создавать его совместно с дизайнером, либо для конечного заказчика, когда мы сами можем помочь в этом, показать, как это будет выглядеть на визуализациях, которые мы делаем очень подробные, с таким реалистичным изображением. Можем выбрать тот цвет, который будет необходим в этом конкретном современном интерьере. И тогда мы, взяв классические рельефы, традиционную тему, сможем ее перевести в совершенно другую плоскость. Сейчас я хочу показать еще несколько образцов, что также мне помочь, для того, чтобы показать еще те возможности с цветовыми, которые есть. Можно мне вот, да, и два. Вот опять же, если мы берем какое-то такое традиционное изображение, да, есть еще один прием, когда можно взять рельеф общепринятый и представить его немного в другом формате, сделать там фоновую заливку и при этом оставить сам рельеф однотонный. Здесь мы получаем опять как бы совершенно другое изображение в сочетании со всеми остальными элементами. Это будет смотреться абсолютно по-новому. То есть эта классика будет звучать совершенно иначе, совершенно в непривычном таком варианте. И таким образом мы можем поработать, пригасить, загасить немного эти такие русские мотивы, традиционные мотивы. Ну, просто не всегда эта тема гармонично сочетается с тем, как сейчас управляются дома и квартиры. Для того, чтобы мы могли адаптировать классику как
традицию, так и такую европейскую классику, адаптировать к тем современным решениям, которые вы делаете. Для этого вот применяются всевозможные приемы, при которых это сделать не получается. И для этого нужно поставить задачу и понять, что именно выбрать, чем мы будем работать с геометрией, цветом, будем ли мы использовать рельефы, или мы будем использовать гладкие плоские листы, может быть, крупные форматы какие-то, для того, чтобы вот эта адаптация была адекватная, для того, чтобы гармонию мы получили во всех смыслах этого слова, в пропорциях, в цвете и в геометрии. Сейчас еще я хочу, сейчас я, одну минуточку, для того, чтобы мне, сейчас включу экран, и 1 минуту мне требуется подготовки для того, чтобы мы смогли с вами посмотреть еще один очень интересный экземпляр. Так, что сейчас на экране? Что сейчас на экране? Алло, мне нужна помощь. Угу. Да, что случилось? Так, сейчас одну секунду. Угу. Я правильно понимаю, что сейчас у нас на экране изображение? Да, диван и очень классная печка с камином. Здорово. Здорово. А вы Сейчас... хотите ее убрать, да? Нет, я хочу сейчас включить, поставить другое изображение, и мне требуется 2 минуты для того, чтобы подготовить еще демонстрацию. Ага. Секунду. Так, я готова. Вот еще один прием, который используется в оформлении, связанный с оформлением очагов в том числе. Вот, хочу показать, это довольно-таки такой элемент необычный. Это элемент оформления стены за камином, для того, чтобы нам обеспечить пожарную безопасность. Очень часто в деревянных домах требуется облицевать стены за печью или камином, для того, чтобы, для обеспечения именно пожарных свойств. Мы используем для этого в том числе и доски, поскольку они позволяют, они имеют жаропрочные свойства и позволяют это сделать. А вот здесь как раз я демонстрирую вам очень интересное решение, когда крупный элемент, интерпретирующий, то ли лист, то ли дерево, да, то есть это задумка художника, это работа художника-керамиста, который вот таким образом трансформировал традиционное представление о оформлении вот этот крупный элемент, он, опять же, сочетание цвета, сочетание формы и необычное решение позволяет как раз решить ту задачу, о которой мы сегодня с вами говорили. И использование таких элементов вполне допустимо в очень многих ситуациях. Не только в теме печей и каминов, но и в интерьерных решениях. Если говорить про очаги, в которых
поверхности нагреваются, то я уже говорила, да, что далеко не все материалы могут использоваться для их оформления. Но как раз керамика имеет жаропрочные свойства, но в то же время они используются не только для каких-то нагревающихся конструкций, но и просто в интерьере, поскольку обладают высокими эстетическими свойствами. Глазури всегда придают очень интересные эффекты, создают и наполняют пространство светом. Как раз это и является такой точкой притяжения для взгляда, потому что изразец имеет свойство отражать, рельефы очень много работают из-за тени, из-за различного освещения. И надо сказать, что плюс еще есть очень интересный эффект, когда цвет стен окружающего помещения, вот, например, я нахожусь в помещении с красным оттенком, и, соответственно, если здесь находится довольно-таки большая поверхность керамическая какая-то, особенно в светлых пастельных тонах, то цвет стен будет отражаться в керамике и иметь немножко другой оттенок. И именно этим керамика хороша, потому что она в большей такой гармонии находится в помещении, из-за того, что она этот цвет немного отражает и немного меняется. Поэтому использование керамики традиционной из листов это довольно-таки благодарное такое занятие как для классических интерьеров, так и для современных. Сейчас я еще хочу вам продемонстрировать один из тоже приемов современных. У нас в нашем шоуруме есть необычный экспонат, который очень сложно получить не на любом керамическом производстве. Можно изготовить такое изделие. Вот сейчас мне помогут, и мы переведем камеру. Посмотрите, посмотрите, какого размера у нас есть изразец. Высота его 950 миллиметров, ну, почти метр. Вот я сейчас к нему подойду для того, чтобы можно было понять его масштаб без человеческой фигуры, да, очень сложно это представить. Я сейчас подойду к нему. Вот посмотрите, да, здесь вот, на нем изображено дерево, оно тоже это интерпретация очень современная, очень интересная задача, такая необычная. И в то же время крупный элемент, который позволяет оформить как печь, камин, так и интерьер таким новым способом. Дело в том, что керамика в таком формате, ну, в нашей стране, по крайней мере, не встречается. Это у нас производство Венгрия, изразцы делаются там, на высокотехнологичном производстве. К сожалению, в нашей стране такой формат получить невозможно, но у нас есть возможность такой работы. Мы разрабатывали сами этот дизайн и этот размер элемента, для того, чтобы нам не разрезать рисунок, поскольку, как правило, керамика, когда изготавливается, максимальный размер элемента, там, 40 сантиметров, это уже очень много. И крупные панно, крупные рисунки, рельефы
и мы вынуждены их разрезать. И получается это не очень здорово, особенно на каких-то центральных частях печей и каминов. Ну и в интерьерных решениях то же самое. То есть для того, чтобы получить цельное изображение рельефа вот такого рода, необходимо изготовить большой формат. Вот мы как раз позволяем, мы можем это сделать. Ну и поскольку мы начали показывать наш шоурум, я сейчас, как раз вы увидите печь «Принцесса», о которой мы много говорим, она есть на нашем сайте. Можно сказать, скачать 3D-модель на нашем сайте этой печи. И приехать к нам в шоурум, посмотреть на нее вживую. Вот как раз у меня сейчас моя помощница Наталья нам помогает показать ее. Еще надо развернуть немножко камеру, да. Да, вот она, посмотрите, она занимает мало места, она очень изящная, с красивым рельефом. Я думаю, что можно, подойти мы не можем, к сожалению. С изящным рельефом, с такими нежными цветами в центральной части. Вот она, с одной стороны, прям вот классика-классика, но вы видели, как она может выглядеть в современном интерьере и украсить любое помещение. Как она может быть, еще раз повторю, может быть действующей, а может быть декоративной. Безусловно, это такой центр помещения, притягивание взгляда однозначно. Необычное решение и занимает мало места. В этом ее особенность, необычность. Опять же, таких конструкций сейчас на производствах вы не встретите. Это такая большая редкость. Формы этой печи традиционные, они сохранились с прошлого века. На предприятии их там бережно хранят. В таком ключе сейчас очень мало производств, которые работают с такой тематикой. Требуется время для того, чтобы изготовить такие изделия. Они на заказ, как правило, конечно, на складе они не лежат, их нужно, мы никогда не знаем, какой цвет нам нужен, и поэтому мы их делаем под заказ с учетом тех запросов, которые нужны заказчику. Вот такими приемами, как я думаю, можно легко трансформировать то представление о классических решениях в наших современных реалиях, с теми запросами, которые есть у заказчика, с теми идеями, которые есть у дизайнеров. Мы можем всегда помочь. В любом из этих вопросов обращайтесь. Можем помочь не только в оформлении, но и в создании конструктива, рисовки, то, что связано с очагами. Мы в этой теме работаем очень давно, делаем высокотехнологичные проекты. Думаю, что решим любой вопрос по данной теме, тот, который будет. И если вы хотите увидеть в своем доме классику, адаптированную, то с этим вопросом тоже не будет. Ирина, большое вам спасибо. Большое спасибо за презентацию. Вы по традиции рассказали много интересных вещей о красивых вещах, а я по традиции никого не отпускаю отсюда просто так. Я пристаю с вопросами различной степени умности, и мне бы, конечно, хотелось задать вопрос такой. Бывало ли такое, что вы отказывали заказчику в каком-то его проекте, в каком-то его желании, потому что вы понимали, что то, что он пытается реализовать, оно либо ужасно по всем параметрам, либо неприемлемо, либо, вы понимаете, о чем я. Я, конечно, понимаю, о чем речь, потому что такие ситуации встречаются. К сожалению, наш заказчик бывает культурно плохо, я бы, не сказать воспитан, но, понимаете, в нашей стране, поскольку разрушены были традиции, да, там в определенное время, поэтому не всегда заказчики готовы к каким-то таким интересным, правильным решениям, свое представление о том, как это должно выглядеть.
и оно не всегда совпадает с мнением дизайнера или ну, того, кто помогает ему. Ну, тут, знаете, мы не отказываем, но стараемся перевести его представление, стараемся его услышать, этого заказчика, да? Перевести его представление о том очаге, о том решении, которое он хочет, немножко его улучшить, его осовременить, его сделать более правильным, гармоничным и красивым. И, как правило, на это, ну, люди видят, что это лучше, да, соглашаются на это. Если категорически нет, ну, знаете, какие-то безобразные решения, я не помню, чтобы мы когда-то реализовывали, в принципе, таких запросов у нас не бывает. Иногда бывают не очень, ну, просто не очень эстетические какие-то моменты, да, но чтобы вот прям отказывали, ну, пожалуй, нет. Знаете, мы можем отказать, когда к нам приходят и просто скопировать что-то вот конкретно, вот где-то вот увидели, да, какая-то компания это производит, приходит, говорит, сделайте вот все то же самое. Вот в этом случае, ну, это немножко другой аспект, да, о котором мы говорим. Если мы можем отказать, мы можем сказать, знаете, этот дизайн выполняет это вот та компания, да, вам нужно... Идите в ту компанию, собственно говоря, и покупайте у них их Да. товар. В чем ваша проблема? Да, в этом смысла просто нет, да, мы не будем там что-то воспроизводить, поскольку у нас есть очень много своих решений дизайнерских, мы довольно-таки неплохо работаем, как мне кажется. Вот. Поэтому мы стараемся, чтобы вот отказать, ну, я не помню таких случаев. Спасибо. Ну, еще раз хочу поблагодарить вас за презентацию. Она, конечно, двоякая получилась, ну, лично для меня, да. Денег на роскошное жилье у меня нет, но печь я теперь точно куплю. Спасибо вам большое. Да. Прошу всех зрителей не стесняться заходить на стенд, обращаться в компанию, смотреть материалы, рассчитывать. Ну, вы сами все видели, это же ну, классно. Вот, Это Ирина, еще раз большое спасибо. Спасибо, что вы с нами. Вам. Хорошего вам дня, а мы будем встречать нового спикера. Спасибо. Спасибо вам. До свидания. До свидания.